Всем привет, друзья! Сегодня мы устроим великую битву интеллекта. Погнали! И для начала, как всегда, мы создаем стандартный мир. Сейчас мы этот мир полностью заполним обычной почвой. Теперь берем блок океана и начинаем делить наш мир на 4 равных части. У каждого острова будет выход к океану, чтобы был порт. А в центре сейчас мы построим с вами отдельное государство. Очень тонкая граница у этого государства. А теперь давайте построим обычные границы. Вот такой вот мир у нас получается после того, как мы построили границы. Давайте теперь пойдем в мировые законы, отключим Magic Rights, восстание, пусть будет воровство границ, терраморфинг тоже отключим, колонисты пусть будет, мигранты отключим, голод и старость тоже мы отключим, мобов отключим и отключим все катаклизмы. Заполняем все травой. Вот так вот у нас выглядит мир, и давайте начнем добавлять наших людей. В этом углу у нас будет жить 10 обычных абсолютно людей. Вот это королевство мы назовем Нормисы. В этом углу у нас будут жить глупые люди. Мы им дадим одно отрицательное качество, это качество глупый. Далее, в этом углу у нас будут жить неудачники. У неудачников будет 2 отрицательные характеристики, это глупый и неудачливый. Посмотрите, сколько у них дебафов тут. И в 4 углу мы поселим гениев. И это государство мы назовем гении. Дадим им следующие характеристики. Черта: гений, мудрый и амбициозный. Вот амбициозный мы сейчас уберем. Это для супергениев. И вот в этот квадратик, как я и говорил, мы сейчас сюда поселим с вами супергениев. И им мы выдадим все ресурсы. Вот сразу у них будут деревья на старте, кусты, дадим им камня, серебро, адамантий, мифрил. Да, всего по чуть-чуть. Потому что, не очень много места у них, так сказать. И теперь давайте их наделим качествами. Гений, мудрый и плюс добавим еще амбициозный. Назовем их супергении. Кстати, друзья, я заметил то, что многие из вас еще не подписаны на мой канал. Так как я начинающий ютубер, то мне очень важен каждый подписчик и каждый лайк, который вы ставите. Поэтому очень вас прошу подписаться, это поможет продвинуться моему каналу в топ. Ну а мы продолжаем. Нормисы у нас уже продвигаются, 15 человек в их деревне. Пока домики первого уровня не очень большие, но продвигаются и очень хорошо в целом размножаются. Глупые люди строят очень близко друг к другу домики, но вы посмотрите, у них уже есть многоэтажки. Я не знаю, как так получается, но в прошлом видео у глупых людей тоже у первых появились многоэтажки. У неудачников уже есть многоэтажки, такие двухэтажные, трехэтажные домики. Одноэтажных домиков вообще не вижу, так что они хорошо развиваются. У гениев уже есть домики 3-го уровня, и они намного лучше, чем вот такие вот многоэтажки, но все равно посмотрим. То есть в целом все сейчас на одинаковом развитии. Все Нормисов вот тоже они уже построили под себя крутые домики, и супергении тоже размножаются, и в целом вот по домам и по развитию можно сказать то, что сейчас все на равном уровне, а по количеству людей лидируют почему-то неудачники. Но это всего прошло 40 лет, предлагаю вернуться, когда пройдет как минимум 100 лет. Итак, у нас прошло ровно 100 лет с момента создания мира. Давайте посмотрим, как развились наши государства. У Нормисов 414 человек, 133 из них находятся в армии, то есть почти 1/4. Большое достаточно население, много многоэтажек. Кстати, наступила эпоха Луны, поэтому все такое темное. Я эпохи не пропускаю, мне кажется, так намного интереснее играть. Неплохо развиваются, 428 человек, это достаточно здорово. Так, теперь давайте перейдем к глупым людям. Глупые люди, видно сразу то, что они глупые. Посмотрите, у них огромный целый остров есть, но они настроили почему-то себе дома так близко к друг другу, что вообще не пропихнуться. Их, кстати, 312 человек. Но при этом они построили очень много сторожевых башен. Так что, если им придется сражаться, эти сторожевые башни могут очень сильно помочь. Так, теперь давайте перейдем к неудачникам. Неудачники очень интересно решили построить свое государство как-то немного глупо. У них, вот посмотрите, в центре, я бы сказал, да, вот в ядре, где они начали образовывать государство, у них очень много стоит сторожевых башен, а по окраинам как раз стоят дома. Очень странное решение. Но у них, кстати, тоже уже почти 500 человек и 146 человек в армии. Большое число. Так, а как тут у нас дела у гениев? У гениев 352 человека, 108 из них в армии. Не вижу каких-то прям супер больших отличий. Единственное то, что город, конечно, чуть по-другому построен. Вот зачем вот здесь ставить сторожевую башню? От кого она будет сторожить? И давайте теперь перейдем к супергениям. Вот тут ультра светло, потому что супергении, их всего 47 человек. Их число не растет с момента создания мира, но у них уже супер развитые многоэтажки, поэтому у них тут светло как днем. И я предлагаю дать еще как минимум 100 лет на развитие этих государств, так как до хорошего уровня развились только супергении. Итак, друзья, у нас прошло ровно 200 лет с момента создания мира, и давайте посмотрим, как развились наши государства. У Нормисов, наконец-то они обновили все свои здания, уже очень много многоэтажек, все постройки высокие, есть еще домики, так сказать, совсем начального уровня. В целом, неплохое развитие, и их 1400, 913 в армии. Так, теперь давайте посмотрим, как тут у глупых людей. Я не знаю, зачем они так настроились. Вот вы посмотрите, у них 2 поселения, а все остальное в сторожевых башнях. Они даже не разрабатывают никак вот этот камень, ничего
ничего не добывают, просто живут в своем мегаполисе и как-то теснятся. У них 1000 человек и 729 из них в армии. Теперь давайте посмотрим, как тут у нас дела у неудачников. Сразу видно 2200 человек, 1300 из них в армии. Это просто какое-то невероятное количество людей. И вы посмотрите, как много у них многоэтажек, у них все застроено. А самое главное, вот на вот этой границе, вдоль берега, они тоже построили огромное количество домов, и у них вот тоже есть порт. Как тут у нас у гениев? У гениев всего 1000 человек, 602 человека находятся в армии, у них тоже уже везде многоэтажки, есть хороший порт, но вот с количеством людей как-то не подфартило им. У супергениев все то же самое, но плюс 1 человек и 34 в армии. Я предлагаю для начала включить модификацию, которая людям позволит делать боевые машины. Что это за мод и как его установить, я рассказал в своей телеге. Ссылочка будет в описании. Вот пошло уже производство. Все, теперь границы между государствами открыты, и они могут нападать друг на друга. Я предлагаю не ждать и начать войну между государствами. Итак, мы видим, в центре уже начинаются боевые столкновения. На супергениев нападают вообще все, и вы посмотрите, их атакуют вообще со всех сторон, кроме глупых людей. Супергениев уже захватывают, и их захватывают неудачники, так как, конечно, огромное количество выдвигается. Вы посмотрите, просто невероятно. Тут огромная колонна, в центре идут огромные сражения, сражаются нормисы. Давайте вот приблизим, посмотрим точно. Наступают неудачники. Я так понимаю, да, они сражаются с нормисами. Сколько машин атакуют, и просто все, огромное количество ракет выпускается. И вот этот центральный, так сказать, остров, он вообще полностью выжжен. Вот мы видим, огромное количество глупых людей начало выдвигаться из своей столицы. Их уже обстреливают ракетами, но вы посмотрите, тут 789 воинов идут сейчас на фронт из столицы. Если они проиграют, то это будет, конечно, фатально. Но тут вот на фронте, вот посмотрите, какая куча мала просто происходит. Вообще огромное количество воинов просто. Все в отключке. И сейчас вот сюда еще столько же придет. Это глобальная битва. Посмотрите, сколько. И каждую секунду летят ракеты в сторону глупых людей. Потихонечку неудачники начинают заходить в второе поселение глупых людей. Тут всего 2 человека осталось. Я так понимаю, у них есть большой достаточно шанс сейчас захватить это поселение. В нем осталось 0 человек. По факту он просто сейчас будет уничтожен, и этого поселения больше не будет. Оно будет разбито. Приграничный город Аспонт полностью был разрушен армией неудачников. И это прошло уже вот с начала войны 60 лет. Они все еще воюют, и никто не может выиграть. У нормисов тут, вы посмотрите, вообще все очень плохо. 16 человек осталось. 91 у глупых, но при этом в армии 21, и все на фронте вот здесь. Пока вот лучше всех дела обстоят у неудачников. Вот у неудачников все здорово. Вот и неудачники решили все-таки наступать на глупых людей. Вот они один город захватили, приграничный, который недавно обосновали глупые люди. И, я так понимаю, сейчас дальше пойдут в атаку. А тем временем гении захватили полностью остров нормисов. Но тут, конечно, совсем разруха. Все почти уничтожено. Вот почему-то людей больше у неудачников, а армия глупых людей зашла к ним почти в самый центр и сейчас сражается тут. Ну и, кстати, вот у неудачников сейчас захватывают город вообще глупые люди. Но сейчас неудачники его быстро отвоевывают обратно, но они тут очень много потеряли в наступлении бойцов. Всего 202 человека осталось. Да, и у глупых всего 44, но они не сдаются. Больше всего сейчас вот как раз у гениев. Быстро падает количество жителей у неудачников, и все. Я так понимаю, неудачников сейчас вообще не станет, потому что, ну, вы посмотрите, то есть по ним прилетают ядерные бомбы, и вот, да, их вообще сейчас захватили глупые. Ну, ладно. Но это остается война так, чисто ради прикола. Глупых людей против гениев. Ну и да, тут гении просто заходят и моментально глупых людей все разносят. Ну и вот таким образом мы получается, что победили гении. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующую пятницу. А тебя отец бил ремнем? Бить ремнем своего ребенка? Угу. Я вырос в атмосфере абсолютной свободы.